Я сейчас вот смотрю, и у меня появляется вайб такой, типа, деревни. Как у меня из детства, короче, был этот... Я в детстве, короче, в деревне, типа, есть, там, ну, село, скажем так. И у меня там, типа, вот эти все коровки тоже были, короче, лошади, это все. И мне вот с этого кайфово становится. Потому что такой же вайб примерно. Типа, у вас такой вайб есть? Нет. Не? А ты не был в деревне, да? Ты, Димас? Особый вайб запах добавляет. Вот по запаху, знаешь, я могу закрыть глаза, и я сразу понимаю, что реально, да, я в деревне. А ты? Нет, Ты вообще у нас молчун. Я в деревне не был. Каким ты был ребенком, Димас, в детстве? Я? Каким был? Да черт его знает. Это надо у моей мамы спрашивать, а не у меня. Не, ну... Я же, конечно, был хорошим, самым Сознательным прилежным, уже учился возрасте. на пятерке. Ну, в каком возрасте? Вот если я помню, что я в 3 года съехал на трехколесном велосипеде с лестницы и башкой в стенку впечатался, и у меня была огромная шишка, это сознательный возраст уже был или еще нет? Я Нормально, же помню. если ты помнишь, то да. Вот поэтому что, ну, а в 3 года, в 3 года я был лучшим ребенком на свете, очевидно. Ну, типа. А вы, типа, детство скипнули? Угу. Я типа сразу в доту хуя. О, хрюшки были. Ну, братишка. Короче, хоть не что-то надо помните это, из да. детства? Вспомни самое яркое воспоминание своего детства. Ну, я гулял на детской площадке, я упал с нее. И ко мне мама, типа, бежала, чтобы поднять, а я, типа, специально лежал, чтобы забайтить ее на то, что я умер. Я не шучу сейчас, если что, это реально так и было. Все так делали. В лет года 3, наверное, 3-4. Не, помню, я катался на велике, и я решил, типа, попонтоваться, что-то втопил. Меня сразу жизнь наказала, там микрокочка, я улетел. До сих пор 2 шрама осталось, просто разбился. Показывай. А где шрамы? На губе, где-то еще на брови есть. Где-то еще тут, но там... Ну да, там уже бровушки заросли. А если вот самое яркое, типа, и такое самое... Подождите, извините, подождите, а у кого-то есть вот какое-то яркое воспоминание с детства, которое не от боли, вот не ассоциируется с словом боль? Не. Ну, в 4 года я помню, ну, типа, просто какой-то флешбэк, что я где-то на день рождения, там много родственников, и я просто со стула стою, так, вау. Понял. Не, ну это вообще подразумевалось как, типа, вот какое-то яркое и доброе, типа, воспоминание на расового Нет, возраста. добрых нет. Так это нормально, яркое воспоминание. Ну что они не добрые? Это же в детстве было. Он живой, здоровый, голова на месте, руки на месте. Доброе, доброе. Ну ты, кстати, еще Илюха не сказал, каким ты ребенком был в детстве. Пойдет, нормисом, я бы так сказал. Нормис? Просто супер дефолтный чел. Димас, я помню, он забивной был уже с детства. Не, с детства нет. У меня было, конечно, пару историй, но потом меня резко охладили мое трахание. Я был самым дефолтным ребенком. Ничего не примечательного. Немножко нефор, немножко нет. А так самый базированный бейзик чел. Я был супер спокойным, правильным вообще. Идеал. Но потом по наклонной пошел, когда в дот начал играть. Это база. Это заметно, даже по тому пришествию Спирит. Все же помнят, как Фил пришел в Спирит первые дни, вот эти вот. Молча, там такой весь да, интеллигент. да. И что Ну, сейчас понятно, да. в пабликах В принципе, происходит? Не, он скоро микрофон начнет это все говорить. Если бы вот ты мог вернуться, короче, в детство, типа, на один день, вот что бы ты делал? Слушай, ну смотри, если личное, да, можно вернуться, когда все были живы. И вернуться вот как раз в деревню, вот этот, когда все были живы, когда ты воруешь яблоки у соседа, потом в бане получаешь розгами по жопе, да, а потом кушаешь бабушкины пирожки. Но если без лирики, то я бы вернулся на какой-нибудь свой день рождения и пошел бы еще раз в ларек, купил бы читосы по 2 рубля, которые были тогда, и там были вот эти какие-то, не помню, пазлы или фингеры, и биту Mortal Kombat. Это нереально просто были вот такие, знаешь, приятно позитивные воспоминания. И еще к другу бы сходил поиграть в GTA 1 и в Hitman 1 на компе. База. Я вот тоже, я так вспомню, короче, типа, один из своих дней типа, рождения, это вот как раз-таки в этот день бы я хотел вернуться. У нас, короче, было такое, что у нас на улице, типа, все ребята, короче, у меня собрались, типа, дома, поели, короче, потом сидели, типа, играли PlayStation 2, типа, у меня был, типа, на телевизоре, короче, и этот, бабуля там, я помню, еще нам, короче, коктейль, типа, сделала, типа, домашний какой-то, мы его пили. Не, вот этот день был кайфовый. Я точно его прям не помню, но помню, что было такое. Но это прям яркое тоже воспоминание такое. А вот у тебя, если была возможность? Я бы в школу вернулся, наверное. Ну, в какой день, вот, условно? 10-11 класс, где-то так. Там вообще суета была полная. В 10 классе у меня половины года не было, короче, в школе. Не, меня тоже, но там суета была все равно. Ну что конкретно? Вот какой день конкретно? Конкретно что? Конкретный? Ну да, интересно просто, что ты повторил. Я знаю, какой день. Короче, в день, когда у нас были, как сказать, школьные вот соревнования, вот я бы тогда вернулся. Не буду говорить, По почему. брейкдансу? Не-не-не. Серьезно? Ну, в школе сегодня могут быть почему? Они либо физкультура,
Не, там не по какому предмету, Типа там просто были общее? школьные соревнования, типа я в них не участвовал, я как зритель пришел. Но я бы вот тогда вернулся, наверное. Ну, не будешь говорить, почему. Да. Просто там было заебись, вот я бы так сказал. Просто хороший день. Почему? Упустим, но хороший. Это потом расскажешь. Это потом расскажу. Я бы вернулся в какой-то день, просто типа пришел на 4 урока, вообще супер фришных. Как короткий день. Короткий день, ты выходишь после короткого дня, короче, на улицу, а там солнечная погода, и ты такой думаешь, ебать. Парни, с 9 класса каждый день короткий. Ты приходишь на первых 2 урока, мама уходит на работу, ты уходишь Нет, со да школы и сделай, идешь ты на первый не ходишь. в компьютер. Я обычно с 10 На первый еще мама дома, не на работе. Как ты не ходишь? Ну, ты блядь? уезжаешь. Ремнем по жопе получишь. Ну, в то-то и дело, что проще... Не, у меня школа была 200 метров, мне проще было сходить на первые 2 урока, Ну, вот это так да. вот. Не, А я потом обычно вернулся первый, обратно. кстати, прогуливал. Я приходил в школу, но на первый урок не шел. А у нас Я палевно просто в слишком школе было. был. Я понял. У Я нас тоже, негде было ныкаться прям Я совсем. просто ходил везде по школе. На 4 урока приходишь, потом идешь хаваешь дошик с сукой, потом на тренировку, и вечером просто во дворе там до ночи сидишь, что-то рофлишь. Вот был бы я сейчас умнее, я бы когда спускались училки на первый этаж и спрашивали, типа, какого черта ты не на уроке, я бы говорил, да меня выгнали. И у них бы все, они поверили бы в это 100%, и вопросов бы не было. А так приходилось какую-то херню придумать, что я опоздал, я уже не пошел. А вот вас когда-нибудь полили вообще, когда вы этот прогуливали? Конечно, я думаю, у каждого, кто здесь сидит, было вот это, когда ты сидишь дома, и замочная скважина резко начинает дребезжать не вовремя. Самый страшный момент вспомнил, вот, когда, короче, когда тебя полили? Да вот это и есть, это любой момент, когда ты сидишь дома, прогуливаешь школу, и замочная, вот ты типа знаешь, что тебе, допустим, родители должны прийти в 4 часа вечера, а у тебя там часов, не знаю, 12:30, и ты еще с другом каким-нибудь сидишь, и у тебя замочная скважина, ключ замочной скважины начинает проворачивать замок. Блять, это самый страшный момент, каждый раз как первый, каждый раз. Вот может, я уверен, что у них то же самое было. Да. Помню, был случай, я прогуливаю дома, дверь закрыл на ключ, там ко мне приходит сестра домой, мама звонит, типа, говорит, типа, все, я тебя спалила, открывай дверь, она дверь открыть не может. Я проверяю, но она может открыть. Пусть еще попробует. Но она в итоге открывает, я прячусь где-то за диваном, жду, она засыпает, я возвращаюсь такой, ой, со школы пришел, только что-то я устал. Пойду-ка я полежу. Это база. У меня было то, что я с братом прогуливал, короче, в классе 7, наверное, было 8. Я с братом, короче, дома прогуливал, мы что-то сидим в комп играем. А у нас замок так был, типа, устроен, то, что если ты на один повернул, то ты открыть не можешь извне. И вот это вот самое страшное, когда вставляется ключ, не могут повернуть, и просто стук в металлическую дверь. Было здорово. Было здорово. Это Я выжил. И самое страшное, когда ты дома прогулял, и маме начинает учительница звонить, и ты понимаешь, что она с ней разговаривает. Такая, не было в школе его? Понятно. А вот тут, кстати, это уже бич времени. Вот когда я учился, там, мобильники уже были, когда я был в старших классах, но в старших классах уже особо не звонили. А когда я учился там в средних, мобильников не было толком ни у кого. И даже стационарных телефонов не у всех были. Поэтому у меня вот это вот звонки ежевечерние, они меня стороной обошли. А вот ты говорил, Димас, что ты школу прогуливал, на компы ходил? Тогда компы были у вас? Не, слушай, я, короче, так скажу, да, я прогуливал школу, еще средние классы, иногда в компах. Но проблема была в том, что один раз в компы, у нас город был не очень большой, где я жил, один раз в компы пришла моя мама, вот, и больше я в компах не прогуливал. Поэтому, когда прогуливал, я уже в целом школу потом особо не прогуливал. Я прогуливал ее уже в старших классах, и, я домой ходил просто в комп играть. То есть, но у нас был компьютерный клуб, он был один на город, и там по дефолту, если ты приходил с утра, например, да, там утренний пакет прям был, там каждый день всегда обязательно приходили 1 или 2 раза чьи-нибудь родители совершенно разных, и просто вот заходишь за ухо. И вот это позорище, все остальные угорают, естественно, ты пальцем, вот, там, эти мамы еще, знаешь, его за ухо тянет, еще у нее деньги из сумки скоммунизил. Там такое, знаешь, отборно, вот рука, и все угорают остальные. Это прям базово было, абсолютно. Меня один раз так вывели, мне было так стыдно. У меня мама интеллигентная, обошлось без ругани, без вот этих подзатыльников, но мне было так стыдно, что больше я никогда не прогуливал в компьютерном клубе. И в целом потом особо уже не прогуливал. Что-то похожее было, только я был супер маленький, я иду с мамой в компьютерный клуб, а там мой брат сидит, и там просто оры на весь компьютерный клуб, там типа я вас засужу, там и так далее. Это было дело. А у тебя, Лех, ты на компах был? Не, у меня комп-клубов в городе не было. Я только еще когда в садик ходил, там в GTA San Andreas играл после садика, а так не. Подожди, а где ты пропадал? Просто гулял с корешами, с подругами, куда-то ходили там в кафешке. Или там просто к корешу там на хату. Так я обычно уже в старших классах я просто дома прогуливал. Я даже, наверное, в 11-м, там, 10-м я не особо даже скрывал то, что я прогуливаю. Я такой, да, йоу.
Я просто, я помню, в 9-10 классе на компах типа все время прогуливал, потому что Не, дома у я нас не было, кстати, вообще в городе этих ком-клубов. То есть вообще. У нас были только гэмблинг-автоматы, но вот ком-клубов не было. Обошло тебя Там типа стороной. два варианта было. Либо ты на улице прогуливаешь, либо гэмблишь. У нас тоже были 5-рублевые. Либо Пятачок дэпэш. кидаешь, вот это вот. Но у меня, короче, было такое, что мы играли турик. Это уже было где-то, когда мне лет было, типа, 16, наверное, чуть 17. Мы, типа, играли турик, а этот турик, короче, длился, ну, как в Махачкале, типа, проходят турики. Они начинаются утром, заканчиваются, короче, поздно ночью. Мы начали его, короче, все, играем, типа, уже почти, типа, доигрываем, короче. Мне мама пишет, типа, там, часов 11, типа, где-то, типа, ты где, типа? Ну, типа, меня дома нету еще, она говорит, быстро домой, короче. Я говорю, сейчас доиграю, типа, турик. И вот такой, короче, сейчас доиграю, короче, турик. Продолжалось, типа, до 2 часов ночи где-то. В конце концов, короче, мама говорит, что все, типа, я звоню отцу и все. Я такой, ну, после этого перестал уже отвечать. И там, типа, на компах мы, типа, говорим то, что этот... Просим перенести турик на завтра, потому что уже до 4 часов ночи, типа, нет варианта доигрывать. И там типа, даже какой-то чел взрослый говорит, то, что ну, вообще пацан школьник сидит, ну, в 4 часа утра почти, короче, он ему завтра на уроке идти, типа, что сделал, ребят, давайте перенесем. Мы, короче, такие согласились, окей. Выходим, получается, с ком-клуба, короче, а мне этот... А там мужик, короче, стоит. Это чего спрашивает? Кто из вас, короче, Магомед Халилов? Я говорю, типа, ну я. Он говорит, садись в машину, короче, Пахану тебя повезу. А Пахан у меня живет, короче, он, получается, живет в другом городе, и туда ехать, типа, 2,5 часа. Я к нему ночью еду, короче, в 2,5 часа к нему домой, приезжаю в 5 утра. Мы стоим перед воротами. Он, друг, короче, его, типа, сигналит, типа, тот не открывает. И он, типа, говорит, короче, если, типа, папа вот сейчас не проснется, короче, повезу тебя обратно. Я сижу, короче, скрестив пальцы, типа, думаю, бля, ходил, пронесло. В итоге он, короче, в какой-то последний момент открывает дверь. Я, типа, захожу домой. Он мне говорит, то, что, ну, кобыла тебе, все, братан, доигрался ты. Сейчас будешь сидеть, короче, тут у меня, типа, убирать. И я 3 или 4 дня, короче, сидел у него, типа, там... Вообще, тут есть такой лад, на самом деле, типа деревни, короче. Я там следил за курятником и все такое. 4 дня меня, короче, не было ни в сети, нигде. Возвращаюсь домой, короче, смотрю, типа, сообщения. Мне там ребята, типа, с которыми я играл турик, пишут мне, писали, типа, почти каждый день, короче, типа, ты где вообще, куда ты пропал, и все такое. Я просто 4 дня меня не было, еще люди думали, что я умер. Рандомный мужик на тачке забрал тебя. Это вообще жесть была. А у вас вообще момент такой в жизни был, когда вы вдруг себя почувствовали, ну, таким взрослым человеком, из-за какой-то ответственности, условно, каких-то вещей? Я просто вот сам пытаюсь вспомнить, у меня как такого типа не было, пока я не попал там условно в Спирит и не начал туда летать, пока еще в соло не начал жить. Ну или скорее всего, когда я не получил типа первую зарплату. Типа вообще с доты. Ну, я вот тоже почему-то подумал про первую зарплату сразу. У меня, наверное, было это, когда я переехал с Мирой жить в Киеве. Ну, просто я переехал тогда от родителей, я начал жить один, курить сигареты. Я стал нереально взрослым, мне было 18 лет. Вот. Наверное, тогда, когда я просто в соло начал жить, какие-то там вопросы, коммунал, что-то платить, что-то еще. То есть вот, наверное, тогда. До этого вообще крип-крипом. Дима все время себя взрослым чувствовал. Да не. Ну, я, наверное, тоже когда я переехал. Когда То есть первый раз на забег я думал ходил. обычно всегда по дефолту, типа, либо когда ты работаешь, первые деньги сам зарабатываешь, либо когда ты переехал. Вот, но в целом работал, я где-то подрабатывал еще и там в 14, в 15. Ну да. Там еще настройки подрабатывал свои там 15. Поэтому в целом, наверное, когда переехал от родителей. У меня был период, где я жил отдельно, когда был молодым. И в целом, да, тогда, наверное, и почувствовал. Потому что там был свой бюджет, свое все вот это. У меня вот, кстати, насчет турниров, короче, в Махачкале. Я вот помню, короче, когда на турнирах всяких этих, типа, выступал там со своей командой. Я помню, на каком-то туре, короче, там в Махачкале мне, типа, говорили, то, что вот. Ну, я сижу, играю, короче, они подходят, говорят, да ну нахуй, как он играет, это что такое? Мне чего, типа, подходит, там, зайцы спрашивают, бля, это Сумаил, клянусь, новый Сумаил. Такое вообще нереально, типа, и вот мне как раз-таки с такого момента и началось, типа, такое, что меня там начали где-то, типа, в Махачкале на всяких этих туриков, типа, узнавать. То, что, типа, я там потняк жесткий, короче, в доте, все такое. А у вас что? У вас туриков не было, да, походу? Не, я единственный Не, он турнир летал играл. там, летал. Расскажи. Единственный турнир легендарный, в котором мы играли с Мирой, и еще 3 каких-то чела. Ну, один был 200-ник, у него нормальный ранг был, а остальные там 3000-ник был, и что-то чел, который там 1006 где-то, он там в доту полгода играл где-то. Вот, ну мы полетели что-то в Днепропетровск,
Короче, как началось, то, что Мира я уже играл тогда в какой-то тир-3 команде, не помню в какой. Нам надо было, получается, играть там, условно, там, 5 числа, там, вечером, и 6 вечера. А он прилетает только 6 числа утром. Вот, он со Львова летел. Мы такие, ну ладно, похуй, что делать, типа, го играть с заменой. Нашли чела, который там просто, как сказать, типа саппорт. То есть он просто там помогал с компанией и так далее. Мы спрашиваем, братан, сколько у тебя пытается? Он говорит, типа, 3000 рейтинга. Мы такие, заебись. Это бывало, тоже у меня история одна. Я говорю, мы говорим, заебись, типа, садись. Я пошел, типа, а тогда я на турике, там, Мира еще на керри играл. И он говорит, типа, год ты на мид просто залетишь, и все. Я, типа, в этом ростере играл на миде. Вот, но этот чел, мы его на мид послали, мы говорим, типа, все нормально будет. Мы взяли ему какую-то хуйню, типа, Death просто, чтобы он мид отстоял. Я там на ПЛ что-то разъебал еще челов. Потом Мира приезжает, мы 2 по 20 просто нахуй отлетаем, когда он на керри, ну и все. В принципе, на этом. А потом мы отлетели еще в нижней сетке от этих же челов, которых вынесли в первый день. Обидно было? Обидно было. Мы потом поехали, короче, ну, мне тогда лет 16 было. Я не пил, все остальные пили, мы что-то пьем. И чел такой, короче, который у нас на тройке играл, он уже что-то напился, и он такой говорит, блядь, да почему вы не можете отхилиться на сайдах? Я против Блатики расстаю, он нас ебет. Не, а у тебя был такой момент, вот ты помнишь, короче, когда тебя первый раз начали, типа, там, признавать, как, там, условно, как игрока? Ну, типа, хвалили и все такое. Да хз, на самом деле. Да, я думаю, это, наверное, когда роль начали уступать просто. Ну, когда ты, типа, заходишь вот в лобби и понимаешь, что ты, типа, просто играешь на своей роли. Тебе не нужно будет драться на кулаках с мужиками за респект. Ну, Вот. это после инта уже было? Да я не знаю, на самом деле. Это уже было настолько давно, что я уже не помню. Просто как-то в один момент это произошло, и все. А ты у нас новичок, кстати. У тебя, помнишь такое, что тебя признавали вот именно как потника жесткого? Да так прям нет. Ну, не знаю, ну, именно сам почувствовал какой-то, типа, вес, когда, наверное, Диман написал первый раз. Я такой, ебать, Корбан. Бля, мне когда Димас написал Я первый вообще, раз... кстати, Димаса боялся еще, когда он первый раз Я тоже, написал. типа. Мне Димас, короче, написал первый раз, типа, привет, я собираю, типа, состав там и так далее, хочешь ли попробовать? Я ему пишу, привет, да нет, на самом деле не особо, типа, похуй. Типа, он мне написал, я вообще не... Ну, Димас тогда в инфополе вообще не было, я, типа, не знал, кто это там и так далее. Вот, а мне тогда что-то в Империю предложили пойти, я такой, ну, типа, Империя, заебись. Зарплата, вся хуйня. Вот, и там слот нам что-то предлагали, типа, в мейн-состав. А мне потом Кидара написал, типа, да го, типа, к Димасу все нормально будет, он, типа, ровный чел вообще. Вот, я потом пошел уже на тесты. Я помню, когда мне Димас написал, я, типа, тоже про него не в курсе был. Типа, я помню, что он, типа, в Империи где-то там работал, короче, где-то я про него слышал, короче. Я решил загуглить. Я загуглил, короче, ну, типа, Корбан Dota 2, короче. Там выпадают фотки, типа, где он такой бородатый, короче, вот такой в форме, просто Да, вот да. качок такой. Я думаю, ебать. Типа, кто мне пишет? Кто мне пишет, что меня убьет еще? Я еще в Дискорд с ним захожу, там вообще у него голос еще такой был. Здорово, что там как? Было дело, было. У меня вот конкретно к тебе еще был, короче, вопрос, Димас. Вот ты, типа, ну, нас с Илюхой знаешь уже достаточно давно. Да, есть такое. И, типа, ты можешь сейчас сказать, типа, как мы поменялись там, и какие качества, короче, у нас остались? Типа, которые там, у нас ценишь? Слушай, ну тут времени не хватит, если я буду все перечислять. Давай там, за что я вас люблю. Ну, в целом, что поменялось? Вы повзрослели, наверное, в первую очередь. У вас остались ровно те же качества, за которые вас очень неожиданно и быстро взяли сразу в основную команду Team Spirit. Мы их озвучивали, кстати, в ролике. Помнишь? А? Робот не совершает ошибок. А этот выиграл второй ин. Ну что, не самый ролик, обманешь, да, правильно? Да. Ну, по сути, вот. А если говорить, наверное, про человеческие, да, базовые ценные качества в любом человеке, наверное. Это честность, профессионализм в вашем случае. Ну, просто люди вы хорошие, если уж так говорить. Ну, это набор качеств. Просто говорить что-то базовое не хочется. Я могу сказать вам честно, ребята, вы где-то, возможно, не все, но где-то кто-то, возможно, где-то временами изменяется в профессиональных качествах, потому что, ну, это понятно. Выработка, она есть, где-то нужно отдохнуть чуть побольше, где-то не нужно, где-то нужно и так далее. Но в целом, как люди, вы мало понимаете. Вы все такие же светлые, как были 5 лет назад. Как бы, я врать не умею вам, поэтому как есть, так есть. А вот насчет
Фио, кстати, как игрок, типа, он сильно поменялся за то время? Да, давай так, давай я тебя просто приведу. Ну, дело Самарин там тяжелое было это, потому что, опять же, я там, говорю, почти не присутствовал. Там, то есть, что у них произошло, потом, Там выживание мне потом было. Фил здесь расскажет, что у них там произошло на Валахе, потому что когда мне это рассказали, я такой... На Валахе? Там На еще, Лиме. там еще На на Лиме. Мутхепе, я думаю, чего? на Лиме? На Нет, Лиме, извините. Я такой думаю, чего? Ну, в общем, ладно. То, как поменялся Фил, я думаю, ты можешь вот просто, если вспомнить, вот надо записи делать. Вот, короче, все, теперь будем делать видеозаписи 3 первых дней человека, который находится в составе. Вот ты просто посмотри, как паблики он играл раньше, просто вспомни. Играл на паблике сейчас. Конечно, Фил поменялся. Фил стал более уверенный в себе. Он наконец-то понял, что по Раскольникову, короче, что право имеет. И все. Так что красавчик, красавчик. Вот единственное, что помню, наверное, когда мы там на первый буткемп приехали, мы что-то квалы играть, то там он что-то сидит, просто себе спокойно, что-то набрал себе вкусняшек, просто сидит, лупит мемы там нон-стоп. Вообще ты даже не замечаешь, что он в этом находится, в практис-руме. А сейчас ты просто сидишь, играешь, ты всегда знаешь, что он там, потому что там первые полчаса он только проснулся, все, зашибись, взял кофеечек себе налил, заходит в ММ, нажми кнопки на весь практис. И такой, ну да, Фил проснулся в хорошем настроении, все хорошо. Вот примерно так. Забавно. Так, Фил, вопросы задавай. А вот Алоха, да. Вот он ёбнулся Дожал за окончательно. Алохой? Давай, признавайся сейчас. Дожал за Алохой? Не. А ты же говорил в интервью, что ты смотрел на Алохиного Марфа и передергивал. Я смотрел, как он играет, типа, ну, потому что он единственный стример был. Наверное, я больше за Рамзесом смотрел, если честно. Типа, именно про игры и так далее, потому что я помню там нарезки, потому что почти всегда, когда они играли друг против друга на ХПТС, Рамзес всегда его побеждал. Я, в принципе, так и, на самом деле, начал за Ами смотреть, потому что, ну, уже более так, когда уже там в команду попал и так далее, начал смотреть там игры профессиональных игроков, я постоянно смотрел на папарацци, потому что Эпилептик смотрел, типа, за папарацци. Я вот сидел и смотрел, типа, репки, и я вижу, типа, 2 репки я там смотрел подряд, и что-то папарацци так ебут, типа, без шансов в ММе, и ебет его какой-то второй ранг. Я, типа, смотрю, ну, гуглю по дату бафу, кто это, а это, типа, Ами. И я такой, ого, это чел что-то шарит, и, типа, начал за ним смотреть. Вот, но я тогда вообще, типа, в душе, я знал, вот есть папарацци, но про Ами я даже не слышал, на самом деле, в то время. Но хотя он уже тогда там на интах был, и что-то в финале был, но, типа, я особо не следил там за китайской сценой. И вот, наверное, из-за папарацци только начал следить, а потом уже вот за Ами начал. Как Вот, мы, блядь, это лохи к папарацци вот так вот просто. ну, вот я и объясняю, типа, то, что вот я когда за Алохой смотрел, я просмотрел его стримы, типа, угорал, наверное, больше. Но именно какие-то там микрофишки, то есть он в моменте, я думаю, он был потный, типа, именно в микродоте. Но больше я смотрел именно репки от Повки и от Рамзеса. Потому что у Алохи, ну, у него просто стримы, типа, веселые были. И, ну, они были фриковатые, но больше именно за Рамзесом смотрел. Был Гулем? Да, был. Ты же знаешь. Поэтому, может, люди у нас, ребята, зрители не знают. Да не, Гулем был еще тем. Но я помню, для меня вот стало, как сказать, осенение, то, что я, возможно, как-то себя веду не так. Когда я попался в ММА с челом, я пошел на 3, мне не дали роль. Я пошел на 3, и со мной, короче, должен был стоять Элдер Титан. И Титан говорит, типа, парни, го, типа, втроем стартанем, в боте ФБ сделаем, и, типа, заебись, я приду в топ. И я ему говорю, типа, войс, приди в топ. И для меня это было абсолютно тогда почему-то нормально, но он, типа, обиделся на это, он сказал, ты вообще долбоеб, я с тобой, типа, на линию не пойду. И я такой, типа, блядь, возможно, я, типа, долбоеб, и, возможно, это неправильно так, типа, обращаться к незнакомым людям. Вот, я вот с того момента как-то я перестал, типа, вот так вот общаться. Уважаемо. Но Фил до сих пор гуль, кстати, еще. Фил Гуль? Да. Я даже не помню, когда последний раз я намеренно руинил катку. Подожди. А против Фальконс, ладно. Это Вон моя хорошая. Хорошая, да. У вас было, кстати, такое, что вот вы условно ставите перед собой цель, в игре там турик или что-то такое, вот вы достигаете эту цель, у вас было такое хоть раз, что вы типа не получаете удовлетворение какого-то? Не кайфуешь с этого? Блин, да нет, я думаю. Я думаю, было ощущение опустошения, когда вот мы выиграли первый инт, и что-то, и все заебись вроде, все хорошо, но, типа, я в один момент, там, первые, там,
наверное, месяц-два после того, как мы выиграли Инт, я вообще, типа, не понимал, что делать дальше. Грубо говоря, плыл по течению, потому что я не видел каких-то там целей для себя в жизни, потому что, ну, условно, мы выиграли Инт, мы там заработали денег, мы выиграли, типа, самый крупный турнир вообще, к которому все стремятся там, потому что все дрочат на турсайты и так далее. И вот ты выигрываешь, и ты такой думаешь, типа, бля, а что дальше делать, типа, в жизни? Зашел в доту, уже все добился чисто. Ну да, типа, у тебя такое ощущение, типа, блин, а что дальше? Типа, еще один турнир выиграть. Ну, как-то неинтересно, вроде уже выиграли. А вот что с этим делать? Да, как-то, знаешь, перестроился. Ну, то есть я там, Новые цели поставил. да, грубо говоря, поставил новые цели. Я понял, что, в принципе, в разрезе времени, ну, один турнир не особо, как сказать, важен. То есть ты даже если там 2-3 турнира выигрываешь, это не настолько важно, как важна дистанция, скорее. То есть на дистанции все определяется, хороший ты игрок или нет. Потому что много игроков таких было, как, условно, те же OG. То есть, ну, я не могу их сказать там хорошими игроками на дистанции. Они были хорошие, типа, вот когда они играли на Инте, они были точно сильнейшая команда. То есть ты хочешь сказать, что Натейл плохой игрок на дистанции, я правильно тебя понимаю? Не, но Тейл хороший игрок. Но уже- Анна, Ага, ну, Анна, типа, для меня спорный человек. Анна, это единственное, с кем я согласен. А Сеп, что плохой игрок на дистанции. Ну вот, кстати, ребят, Ну, Сеп, Слушай, ну он, Ну, сколько он играл? он поздно раскрылся, он еще давал с друзьями, но он не давал, его друг давал станы в Кабана, он еще в Quantic Gaming играл, в Wildcard отбирался с голом, понятно. В целом он раскрылся довольно поздно, получается, спустя 4 года, 5 лет он играл на сцене. Ну, у него было 3 года, прям, наверное, праймовых, таких хороших. И в целом бля, его ну, карьера знаешь, была я длинная. просто определяю потому, что вот они выиграли Инт, да, потом они вообще ничего не выигрывали весь год. Они вот выиграли Киев Мейджор в 17 году, Ага. потом провалились на Инте 7-м, и потом выиграли 8-й. То есть они с Open Qual выходили на 8-й Инт, они ни одного турика не выиграли, их не заинвайтили. Ну, там, и это так да, далее. да. Вот, и они вышли на 8-й Инт, они его выиграли, и потом они, ну, некоторые игроки там ушли, и потом пришли уже под конец сезона, они опять собрались, потому что у них был full слот, типа, засекюрен. Тогда система такая была. Да. Вот, и потом они опять собрались full составом и опять выиграли Инт. А Пиздато, конечно, челы придумали. Спору нет. Обузили систему, что? Да, но- Давай так, мы бы так же сделали после 21 года, если была возможность. а вот, ну, касательно OG я хотел вас добавить, типа, вот, условно, вот они выиграли Инт. Ну, она как и есть, типа, они выиграли Инт. 2 инта целых, типа. Почему вот они после этих, типа, 2 интов, таких, типа, громких побед, условно, они себя потеряли? Как бы, ну, типа, Не, ну я думаю, они же хорошо играли, и они хорошо играли там даже на 10-м инте, когда мы против них с тобой играли. ну, топ-8. Ну да, но им просто, грубо говоря, они хорошо тогда играли, у них был Сумаил в хорошей форме тогда на керри, они кикнули Медвана, взяли Сумаила, типа у них вообще состав был хороший, я думаю, они могли повыше, типа, забраться, но просто так сложились обстоятельства, я думаю. Не, вот просто я помню, с OG у них было такое, что они там, типа, Анна ушел в инактив, Топсон не знает, что он там делал, типа... И вот, условно, Топсон, такое же по-моему- часто бывает, там, условно, игроки что-то выигрывают, типа, инта или чего другого. Ну, по сути, это, типа, обычно бывает только инты. Ну да, да. Типа, игроки там выигрывают какие-то инты, и после этого они просто теряются. Ну, почему так происходит тогда? Ну, я думаю, потому что просто люди не находят для себя новые цели, зачем им играть доту. Ну, потому это как раз-таки к тому вопросу, о чем мы говорили. Ну да, ну просто, знаешь, типа, ну, ты точно знаешь, потому что в доту играть слишком, как сказать, запарно и тяжело на дистанции. То есть тебе надо весь год потеть, все время там играть в доту, что-то ездить на турниры, там, ты мало там проводишь времени для самого себя и так далее. И типа, многие люди, когда они уже достигли чего-то своей работы, они просто не готовы работать еще, чтобы также, типа, чего-то достичь. Некоторые люди просто не сходят с ума. Типа, они думают, что они там могут, условно, там, не играть, не тренироваться. Если они были там на какой-то пиковой форме, они могут там не играть, не тренироваться, и после этого, типа, показывать хорошие результаты. Но обычно так не происходит. Типа, так очень много таких примеров было вообще. Ну, я по именам не буду называть, типа, за типа, историю доты, но много таких челов было, которые просто переставали, грубо говоря, трайхардить, и они там все ниже и ниже падали, там, в тир-2 доту. Даунгрейд И- жесткий был. Ну да, короче, да просто, я думаю, много для этого причин есть. Но основная, я думаю, просто многие к этому подходят так, что они просто не хотят заниматься тем же самым, потому что это слишком ресурсозатратно, я бы так сказал. То есть они могут этого просто не делать.
и они там уходят там, в комментаторы, в аналитики и так далее. И вот, ну, типа, вот есть у нас НС, да, например, человек, который давно играл, там еще с первой доты, со второй, и, типа, намного лучше для него вот то, что они там начинали стримить с Дредом там, и так далее. В принципе, они давно на Твиче. И ему больше вот подходит именно вот такой формат работы, именно как стример, нежели как игрок. Потому что как игрок это намного более стрессово даже там банально и так далее. Ну вот у нас, кстати, тоже вот типа было такое, что вот мы там громкая победа, опять же, на первом типа инте. Я вот не уверен, удалось ли нам этого избежать, что мы типа себя там чуть потеряли по ходу сезона. Да что, да, сезон просто, ну, ситуация в мире была, так сказать, удручающая. Ну да, я просто помню тоже, это такое очень тяжелое было время. Типа, грубо говоря, из-за того, что у нас был переезд, и из-за войны, из-за этого всего, я думаю, большинству было просто не до доты в то время. И поэтому у нас были какие-то просадки там в команде, просадки по личному скиллу и так далее. Но потом, я думаю, мы вообще хорошо типа с этого всего выбрались и стабилизировались, и по ходу сезона сохранили состав. Типа, в принципе, как получилось, типа, получилось, я думаю, у нас нормально. Ну, мы пронесли это. Да. Да, Дмитрий? Да, я полностью с вами согласен со всем, что вы сказали. Илья. У меня вот еще был вопрос к тебе, Илюх, насчет того, вот у нас было, по сути, 2 инта выигранных. И вот где у нас была более лучшая форма, если так можно сказать? Типа на каком? На первом или на втором? Ты вообще На помнишь? втором, точно. На втором? А что вот для тебя было таким самым сложным, блядь, моментом, нахуй, в этой пиковой форме? Игра против Virtus.pro. Вторая карта, где я на Мэрте играл. Лана ЦК. Бля, кстати, это реально... Нет, там пиздец была, а не игра. Но самое сложное, наверное, это вот была как раз серия против ЕГЭ. Мы тогда играли. Да, Я после помню, я на долгого тролле там перерыва, играл, да. Тогда просто система, в принципе, хуевая была, типа, на турнире, потому что у тебя перерыв, игра, перерыв, игра. И получается так, что у нас был перерыв, мы сыграли с ЕГЭ, мы вышли в верхнюю сетку, потом у нас опять перерыв, и мы играем против Virtus.pro за топ-8 и выход, ну, уже прям на арену там и так далее. Там же 2 арены было, по сути. Вот, и игра против ВП была... Ебать, какая сложная. Я не помню, мы закрыли... мы еще же первую проиграли. Да, мы где я первую на проиграли. воде был. Там где у нас еще... на спектре, Я играл нас на на Вайпере спектре против выиграл, Листубека. Да. Помню это. И я играл, типа, на Вайде вот первую, и вторую игру я играю на Муэрте. Нас что-то вообще сносят, типа, без шансов. И вот мы почти в шаге от вылета в нижнюю сетку, но по итогу мы как-то вообще камбэкнули, у нас получилось перевернуть. Я даже не помню, что там за герои были. Я помню, у врагов было ЦК Ланая. Я на Даунбрейкер играл, помню. Ты на ДБ, возможно, да, играл тогда. И, ну, игра была невероятно тяжелая. Мы что-то подзажались, я помню, на тройке. На нас нападает ЦК, я его убиваю с 2 ударов, и потом мы как-то распетляли драку и пошли просто сломали им 3 стороны. И вот эта игра самая сложная. Потом у нас вообще все как по маслу шло. То есть мы выиграли вообще все карты тогда и так далее. А у нас И тогда всё тоже, да, такое. перерывы были, типа, между Да, играми? Ну, мы... Там по 5 дней же было, да. Получается, получается было как, мы вышли, получается, вот с 3-0, у нас перерыв, мы играем против ЕГЭ, потом у нас перерыв, мы играем против ВП, потом перерыв и уже плей-офф. Вот. Мне, кстати, еще было интересно, Димас, у тебя вот бывает пиковая форма менеджмента от работы менеджмента? Ну, сложно это сказать, понимаешь, потому что пиковая форма менеджмента зависит от команды же все равно в первую очередь. То есть, если говорить про меня, да, у меня все-таки больше спортивная составляющая, то, опять же, зависит от команды. Вот, например, Ин-23, который был, да, вот как раз то, о чем вы обсуждаете, я так скажу. Я мог вообще там, вот вообще меня могло там не быть, я мог ничего не делать, типа, ну, вот КВ нашел и все. То есть, там в целом менеджмент вам и не нужен был. Но вы слишком были хороши. Ну, вы были и сами жесткие. Вы еще и сами нигде у вас не было проблем никаких, нигде ни в взаимоотношениях, ни во взгляде на доту, ни в дисциплине. Короче, там вам никто не нужен был. Вы бы выиграли этот турнир, если просто впятером бы приехали. Вот. А, например, есть какие-то другие вещи. Там неважно, как турнир заканчивается, да, но ты настолько там выкладываешься в каких-то моментах, что турнир для тебя, типа, ты сам чувствуешь, что ты вот сделал вот все, что можно было. Пиковая форма. Все, что можно было, да. Это отчасти было вот в Стокгольме такое было, когда мы проиграли. Все, что было после, я помню, это было очень
очень выматывающее. А часть такое было на Рияне на первом, где мы топ-2 заняли, потому что там тоже ничем хорошим не пахло. Я как бы летел уже, должен был улетать, потому что у меня были свои типа проблемы. В итоге я остановился, решил, что нужно поговорить с определенными типа людьми. Я прямо из аэропорта такой, я не полечу, я поехал обратно. Ну, то есть вот это тогда что все такое, ну, все, пик. То есть из последнего, наверное, это когда ты в отпуске был, там тоже были моменты, где вот у меня была пиковая форма, потому что, ну, новые игроки, да, нужно было где-то какие-то и вещи решать, где-то нужно было объяснять, потому что игроки молодые, как нужно в той или иной ситуации поступать и так далее. Тоже было фиково. То есть тут все зависит в основном от команды. Если вы все хороши, то менеджер не может быть на пиковой форме, даже если очень захочет, потому что она не нужна никому. Вот все. Не, ну, не было такого, что, ну, вот как у меня там Димас, ну, не было такого, что прям какой-то вот один момент и прям сверхимпакт, как будто там параллельно вот все время вот просто есть планомерно идет импакт вот так. Ну, а вообще как тебе было играть в Yellow Submarine? Блядь, меня там не было. Рассказывай. Да, Нет, меня у тебя там не понятно, было. А вот тебе как было играть там? Замечательно. Видишь? Ладно, я там был. Я там был. Хорошо. Да нормально было там играть. Чё ты думаешь? Не, вот даже... мне интересно- что ты вообще не понял? Подожди, а что ты вообще? А вот что ненормально там было? Не, мне просто интересно, как есть ли такая большая разница между там игрой на тир-1 сцене и вот на тир-2, как это ощущается? Колоссальная. Да. Ну, как это ощущается? А я тебе скажу как. Ебать, я заебался. Ты это что-то там вот... Это знаешь, у нас когда был, не буду говорить, был один игрок у нас такой тоже, и он такой тоже поиграл, такой, бля, что-то мужики, ну типа, тир-1 уровень, что-то я в отпуск пошел. Поэтому как бы, ну да. Ладно, извини, я за тебя не буду говорить. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Ну, первая мысль, конечно, то, что я заебался. Первая неделя, ты типа такой, ебать, что происходит. В целом как-то больше как будто рабочей атмосферы, чем какой-то такой дружеской, там, рофильной. То есть больше профессионального подхода, наверное. Больше работаете, что-то обсуждаете, вместо того, чтобы там ебланить, что-то там еще делать. Типа такого. У меня, короче, вопросы пойдут про, ну, блядь, такую абстрактную тему, как сегодня. Сегодня? Моложе, чем сегодня, ты уже не будешь рад. Ауф. Над чем вы упорно сейчас работаете? Сейчас? Да. Над миссией в Payday 2. Ну, кстати, у нас же всех отпуск вообще, поэтому да. Я ранг в лоле апаю. Я работаю над тем, чтобы пройти игру Киберпанк. Ну вот. А ты проходил? Я работаю над тем, чтобы Проходил. понять, куда мне вообще, как мне отпуск свой провести. Что мне вообще делать, типа. Ну, ты вроде в Казахстан хотел в отпуск, да? Я уже да. спланировал тоже. Отпуск планировал? Да, я с кентов привезу. Нормально. Кентиков. Нормально. Идеальный отпуск, как я считаю, ну, то есть это мое личное мнение, сидеть дома, нихуя не делать, играть в доту, стримить. Вот, это идеальный отпуск. Но какой правильный отпуск? Это поехать куда-то развеяться, либо просто не играть в доту, хуярить в шашки каждый день нон-стоп по 100 партий, но тоже можно, в принципе. Все согласны? Все хуярят в шашки? Вот. Наверное, просто куда-то сходить, развеяться, что-то поделать другое. Ну и постримить тоже можно. Какие-то там синглплеер игры или там что-то другое, там посидеть в КС, поиграть. Просто с кентами провести время. Куда-то съездить. Вот это, мне кажется, самое правильное. Но ездить вообще впадлу. Ну, мне вообще лень всегда. Это правильно, но типа это то, чего ты хочешь? Не. Ну вот. Но знаешь, не всегда то, что ты хочешь, и является правильным. Не, но это все-таки твой отпуск. Ну да. Ты же с него должен получить кайф. Ну, если знаешь, ты делаешь есть вот кайф, вот есть кайф, типа, ну, АФК, да, когда ты просто лежишь, нихуя не делаешь. А вот есть кайф, когда ты вот, не знаю, там на Мальдивы съездил, да, на акул посмотрел каких-то, но тебе вообще впадлу было ехать на эти Мальдивы, ты вообще это все в рот ебал. Вот как у меня было с Китаем, когда я в отпуске поехал в Китай на мажор, мне вообще так впадлу было туда ехать, я уже, вот мы едем в аэропорт, я думаю, бля, да хуй с ним, останусь дома и так далее. Я вообще не хотел там ехать никуда, что-то там в отель заселяться, что-то это все искать, билеты, что-то вообще впадлу было. Но по итогу я что-то съездил, и в итоге хорошо провел время, есть какие-то воспоминания, есть что вспомнить. Но это, грубо говоря, не то, чем бы я хотел заняться, но тем, чем я специально себя зафорсил заняться, знаешь. Ну, вышел из зоны комфорта, скажем так. Ну, типа того, да. Та же самая история. То есть в идеале это просто, что вообще не выходить из дома, никто тебя не трогал, не звонил, ничего.
кушал вкусные покеболы, но очевидно, что в отпуске нужно куда-то ехать, потому что, чтобы получить какие-то воспоминания. Потому что если каждый раз ты будешь все свободное время проводить дома, то никаких воспоминаний тебе не будет. И через 5 лет так посмотришь назад, так думаешь, мне грустно, что-то я как-то живу, а что за 5 лет вспомнить? Поэтому, да, можно по-разному. То есть я бы, например, с кайфом бы съездил, пробил бы выезд на собаках куда-нибудь за «Зенит», например, с той же компанией, с которой я ездил там 10, там 15 уже лет назад, не 15, извините, 17, 18 лет назад. Вот, ну, суть не в этом. То есть я пробил бы это, ну, с кайфом. Что-нибудь вот такое же. Мог бы слетать тоже куда-нибудь. Ну, наверное, не в Европу куда-нибудь на экскурсию, а куда-нибудь, знаешь, вот тоже к морям. Что ты думаешь? У нас профдеформация по поводу поездок. Потому что мы все время куда-то летаем, да, правда, мы все время 100%. что-то в каких-то странах, и нас просто уже заебало летать куда-то, типа... Я согласен. И в отпуске куда-то лететь вообще впадло. Неплохо. Но вот, кстати, да, какой-нибудь трип на машине бы еще, может, ездил. Да, потому что летать надоело, вот тоже Вот нормально. на машине я бы на тоже машине куда-нибудь На машине поехать. нормально. С кайфом. Согласен. В деревню бы еще куда-нибудь съехал, знаешь, что вот ночью выходишь, и чтобы аж в ушах гудело от тишины. Вот. Ну, хотя ладно, тут не совсем тишина. Не, ну ночью, я думаю, здесь будет тихо. Теофил. Ну, наверное, точно я бы не играл в доту в отпуске. Это факт, это я могу точно сказать. Ну, я бы, наверное, прошел бы какую-нибудь игру синглплеерную, которую давно там хотел или смотрел, и пошел бы просто вот куда-нибудь просто гулять там, или полетел бы куда-нибудь отдыхать на природу там, или вот просто в какую-нибудь страну в отеле поселиться, вот просто лежать и ничего не делать, ни о чем не думать. Не, ну я бы, скорее всего, типа, есть несколько вариантов в зависимости от продолжительности отпуска. Если он месячный, я пойду, короче, к ребятам, поеду в Дагестан. Либо их сюда привезу, либо проведу время с девушкой. Либо на хате посижу, если он маленький. Ладно, не А если 3 месяца? Бля, если 3 месяца, то там самое время пойти в зал качалку. Пойти в зал, походить в зал 3 месяца, вернуться, короче, и забить на это просто, и все. Нормальная база. тема. Нормально. А если вот в целом говорить, вот сейчас вся эта суета турнирная закончилась хотя бы, ну, на немного. Какие у вас еще планы на будущее? Ну, какое будущее? На 2 недели ближайшие, пока судья Ну, вот на лето. На лето планы? Ну, Да. Ну, сидеть на буткемпе, лететь в Румынию. А если еще дальше? Лететь в Рияд. А если на лето Ну, и вот осень, дальше. на зиму? Ну, International, буткемп, International. Все. Интернешнл, буткемп. Потом как бы новый Мажор, сезон. мажор. Welcome. Не, ну то если про конкретно, у нас же у всех одинаковое будущее, ближайшие пару-тройку лет. Ты же Согласен. знаешь, Выиграть 10 ПГ в то есть, Валахии. ну, конечно, блядь, стать чемпионами по ПГЛ Валахии. Блядь, пацаны, вот это наша цель. Мы умрем за нее. Никто не уйдет с этой команды, пока не выиграет 10 ПГЛ Валахии. Я, в принципе, согласен, но все равно сейчас такого прям разностороннего будущего нету, пока что мы киберспортсмены. Не, ну если смотреть на будущее... Через 10 лет. Через 10? Кем ты себя видишь через 10 лет? Наша компания. Нет, надеюсь, я еще буду работать, но если представить прям вот пенсию, ну, я даже не знаю, не думал об этом, кстати. Ну, как-то вообще не думал. Пока никуда не тянет. Пока тянет только работать. Вот. А если даже представить, ну, было бы неплохо, как вот, знаешь, какой-нибудь вот Рам TRX куда-нибудь в деревню глубокую. Ну, чтобы там был интернет, чтобы у тебя был пиздатый дом, чтобы у тебя было много денег, чтобы могла вертолет сразу скорой помощи, когда у тебя, не дай бог, жопу прихватит, вот это вот прилетать тебя, грузить и улетать. И меня устроит нормально. Нормально. Там земельку возделывать, вот это вот все. Я бы тоже такое хотел, на самом деле. И вот что вот коровки там бегали, тоже на заднем дворе. Не, ну я такое вот через 10 лет точно не хочу. Не, ну это не через 10 лет, Мы а там вот про сколько пенсию, я про там пенсию, будет же, не через полтинник 10. условно. Через 10 я там еще Да, работаю. ну когда полтинник. Когда ну, полтинник, ты будешь гачим мужиком. Не, на ну КЗТ. для тебя 10 лет, там, типа 20, это уже как бы там И будет что, я, полтинник. блядь, буду на ГЗТ через 20 лет, нахуй, блядь, жать, нахуй, 250, блядь, о Я чем ты не мне? спорю, Дима. Еще и волосы себе Я не пересажу везде на все сомневаюсь. тело и буду ходить вот В так Турцию вот. с тобой вместе полетим. Все. Договорились. Давайте сразу уже тогда пенсия, 60, там, 65, вот ой, такое, вот прям Не, пенсия. ну если доживу, то буду просто где-то, я думаю, просто чилить где-то в деревне. Надо, чтобы внуки бегали, троллили просто вокруг, и ты просто ругался. Тебе внуки чтобы приедут в деревню, скажут, дед, ты орали. ебанулся, блядь, где компьютер, где иди нахуй своими гусями, блядь. Не, ну у меня было бы точно, вот был бы просто загородный домик, знаешь, такой, не дефолтная Там деревня. толчок на Не улице. дефолтная деревня, вот просто загородный домик. Вот, и вот, ну, квартира где-то вот в городе. И я вот бы просто вот ездил бы в загородный домик на Ну, короче, выходные. Да. Такая, Ну, примерно так. элитная, да. Внукам бы про свою молодость рассказывал. Да? А вот я, блядь, 40 лет сидел, назад, 30 ММов за ночь сыграл, нахуй, вы не понимаете, то, что это? нынешнее поколение.
Это база. А если бы вас внуки вот спросили, типа, о чем вы сожалеете в своей жизни, что бы вы ответили? Вообще ни о чем. То, что запретил маги ходить в качалку. Не, лично я вообще ни о чем. Ну вот ты сейчас ни о чем не сожалеешь? Не, вообще. Жизнь просто протекает так, как она должна протекать. Изменить мы что-то не вправе, мы только вправе это принять. Так что ничего с этим не поделать. Бля, слишком Лучше и глубоко. не скажешь. Слишком лучше скажешь, да, слишком глубоко. Согласен, ни о чем не жалею. Единственное сожаление за сегодняшний день — это то, что я не словил хрюшку. Вот и все. А на самом деле, я этого отпуска очень долго ждал. Ну вот реально, вот. Я реально ждал этот отпуск. Сколько ты его ждал, блядь? Ты 3 месяца отдыхал, приперся в январе, ты вообще не нюхал ничего, и такой, через 5 месяцев, за сколько мне? 5? 5, ладно, 5 прошло. Бля, как я долго ждал. Да, на самом деле просто все загружено. Вот, ну, я не знаю, я играю все время буквально. У меня вот каждый день буквально новый турнир. Бля, хорошо, что здесь Дэн не снимается. Почему? Ну, потому что, ну ладно, этот тоже отдыхал. Ладно, этот молодой, у него еще здоровье там вагон. Но Дэн как бы отмахал от и до. Я представляю, он такой Ярик? сидел. Не, на Ну, самом я, деле, конечно, нет. не, я скорее просто типа ждал, типа вот именно Мы любим мага, все нормально. выходных, потому что у меня это постоянная конкуренция, типа матчи эти все как-то этот Выходные дело хорошее. затрудняют. Это правда, это правда. Больше их не будет. Но вот этого чего я знаю, они вообще как бы не последний. затрудняют особо. Не, мы его уже теперь будем насильственно заставлять проводить свой отпуск с пользой. Без 20 ММов в день. Что ты вообще думаешь? 19 я выбил себя. Что ты вообще думаешь по этому всему? Ну вот, что каждый день буквально турики идут. Они точно потеряли свою ценность, как для зрителей, так и для игроков. То есть, условно, раньше ты играл DPC, у тебя был четкий план, у тебя было очень мало турниров за год. То есть у тебя была вот DPC-лига, потом ты играешь мажор, супер важный DPC-лига, за которую дают поинты, потому что как такового ряда не существовало тогда. Ты получаешь поинты, чтобы пройти на инт, и ты играешь мажор. Ну, и ты получаешь слот на мажор. То есть это как квала, условно, только с DPC, ну, с очками. И ты играешь супер важный мажор, во-первых, потому что это мажор, а во-вторых, потому что за него тоже дают DPC-поинты. Вот. И таких было только 3. То есть тебе очень важно было оставаться в топе в своем регионе и на международной сцене. Сейчас, как таковая, типа, вот эта вот вся система, она ушла. Есть турниры, которые дают очки, да, как условно там Dream League и так далее, потому что появилась в нашей экосистеме Riyadh появился, и поэтому ESL стал важен. Вот, и все играют там Dream League вместо DPC, там, вот этих вот систем. Но сторонние турниры, там, условно, не знаю, там, какие-то фиссуры, какие-то турниры, там, валахи и так далее, они стали менее важными, потому что просто их слишком много, перенасыщение. И, ну, как зрителю, мне было бы интересно смотреть, наверное, только какие-то значимые турниры, там, как ESL, какие-то большие, крупные ланы. Ну, вот я бы ланы, наверное, даже смотрел, вот я бы так даже сказал, вот чисто с моей повки, я бы смотрел только турниры, которые со зрителями, то есть онлайн я бы вообще скипал всегда, ну и какие-то студийные ланы я бы смотрел, если, типа, игры интересные, вот, но так зачастую я бы следил только за какими-то ланами, вот, примерно так. Просто турниры, большинство турниров, вот именно с точки зрения зрителя, они, ну, абсолютно одинаковые, и ты не получаешь там удовольствия от того, что кто-то там выиграл какой-то турнир, то есть ты, даже если ты топишь за эту команду, то есть у тебя нет такого вот ощущения восторга, как раньше. Как для игрока скажу, ну, мы просто живем в такой системе, и типа для тебя тоже менее значимые какие-то турниры. Есть турниры, которые ты должен выбирать по ходу сезона, какие для тебя значимые, какие нет. Это вполне нормально. Понятно, ты пытаешься победить на всех, но типа более такой осознанный подход на некоторых ты выбираешь. А так, ну, я думаю, это норм, то, что много турниров. Если, типа, у тебя есть там силы, есть там заряд хуярить, то, типа, много турниров тоже окей. То есть ты играешь там турниры, и у тебя больше турниров, больше шанс выиграть турнир, потому что их просто больше банально. И это вполне нормальная вот система. У меня вообще друзья мне говорили, то, что, короче, они перестали смотреть типа групповую стадию, потому что там, по сути, типа, команда бьется насмерть друг с другом, и как бы любая команда может выиграть любую. Типа, это продолжается из турика в турик. Типа, там... Не, ну мне кажется, это вообще база типа доты, когда слишком долго патч. Ну, сейчас, да, так патч сказал. устоялся, и как бы все сейчас команды таким, на таком равном, скажем так, уровне. Я думаю, сила команды определяется по тому, как
насколько быстро они адаптивны и насколько хорошо они разбираются в доте, в принципе. Типа, когда новый патч наступает, когда какая команда быстрее всего прошарила, то и типа и заебись. Это такой рандом, грубо говоря, но это и определяет, мне кажется, твой уровень игры в доту, потому что вот даже вот мы играли там против команд, не буду называть каких, мы играли КВ, мы играли в прошлом патче, они были пиздец бодрые, то есть они реально там и линии хорошо стояли, и пикали, заебись, и вообще все хорошо у них было. И вот они играли, ну, вот такие крепкие ребята. Потом вышел патч, мы с ними там не играли там где-то неделю, может, 2. И мы играем, мы просто их сносим, типа, без шансов, там, за 10 минут. И, ну, типа, мы думаем, что за фигня. Но просто патч поменялся, челы не могут грубо говоря, воровать идеи других, потому что идей пока нету, и им просто тяжелее банально играть, чем остальным. Вот. Ну, вот, кстати, Это он Next. проел у Сумаринкса. Да. Не, вот то, что я тебе говорил, Димас, насчет того, что ну, типа, я устал от там, Я турниров, устал, босс. это не совсем корректно. Я хотел именно выразиться так, Да уже все. что меня заебали полеты, если честно. Понимаю, Мага. Но у меня фобия самолетов уже есть, честно. Я просто реально заебался летать туда-сюда. У нас вот реально же постоянно туда-сюда перелеты эти. Понимаю. Самое страшное. Я думаю, что я попрошу Руслана обязательно оформить тебе либо какой-нибудь плацкарт, желательно с побольшим, общий вагон с максимальным количеством пересадок где-нибудь на турнир в Европе, либо взять общий автобус тоже с пересадками, такой прям по самому такому херовому маршруту. Это только для твоего ментального здоровья, чтобы когда ты там поездишь, ты понял, что самолеты... Нормально, это кайфово, Мана на самом небесная. деле. В этом тоже свой плюс есть. Да, Здесь я я серьезно плюс-минус. говорю, да, так и есть, так и есть. Это же нормально. Ну, есть же люди, не зря же пишут во всяких умных книжках, что если вы немножко охуели, и вы сами понимаете, что вы охуели, вот возьмите вот, идите там говно в сарайке, вот повыкидывайте Бля, денек, кстати. и вот потом возвращайтесь обратно к своей работе, и вы сразу поймете, как же хорошо, и какие преимущества вы имеете. И не цените. Хорошо, Димас, я тебя понял. Причем не просто говно с сарайки, а вот прям иди на скотный двор, и вот там в скотнике записывайся. Там есть прям работа такая, вот скотник. И вот там вот и в хвост, и в гриву. Бля, ну я сейчас в отпуске, я, в принципе, могу себе позволить все равно делать Да, нехуй ну или будет. в Макдональдс, может, какой-нибудь только очень популярный на кухне, на мясо. Попросись прям, отведись там вот это вот, потрать неделю на обучение и просись встать на мясо в Макдак, где нереальная проходимость. Тоже, я думаю, потом начнешь ценить и самолеты, и доту любить. Не, ну у меня Всё сейчас времени подряд. много, я могу себе позволить. Ну вот. И как раз контент. Можно записать будет новый ролик для канала. Ну, я сейчас посижу, пойду. Дело хорошее, Мак.